Ребят, рубрика «Рассказы об отказах». Отказах в американской визе. Разбираем ситуации. Вопрос заявительницы. Я не замужем. Откажут ли мне в визе в США? Ответ. Один из самых распространенных мифов – то, что незамужним девушкам в визе в США поголовно всем отказывают. Якобы, если женщина не замужем, то она собирается в США в поисках жениха. И поэтому шансы на одобрение визы очень низкие. Некоторые заявительницы даже вписывают в анкеты фейковых бойфрендов, гражданских мужей, чтобы, по их мнению, увеличить шансы на визу. На самом деле, визовый офицер всегда оценивает ситуацию заявителя в комплексе. Что это значит? У вас будут смотреть и ваш возраст, наличие стабильной работы или учебы, визовую историю, финансовое положение. Учитывается очень много факторов. Это всего лишь популярный миф о том, что в американском посольстве отказывают абсолютно всем молодым или незамужним девушкам. Да, в сложных ситуациях статус «не замужем» может быть отягчающим обстоятельством. Сразу рассматриваем две разных ситуации. Первая ситуация. Девушка, 22 года, только что окончила вуз, на работу еще не устроилась, то есть в России пока ничего не держит. Визовая история почти отсутствует. За последние 5 лет была одна поездка в Турцию. Поездку в США финансируют родители с довольно скромными доходами. Здесь отсутствие супруга действительно может стать еще одним минусом к визовой заявке. Кстати, о том, что делать в таких ситуациях, можно ли увеличить шансы на визу, мы поговорим в следующих роликах, будем рассматривать и самые кейсы, поэтому подписывайтесь и не пропускайте. Второй вариант. Девушка 27 лет, работает в сфере пиар уже 4 года в одной и той же компании, высокий стабильный доход, за последние 5 лет посетила около 10 стран. В этом случае семейное положение будет второстепенным фактором. Здесь важно, что у заявительницы есть стаж работы, она хорошо зарабатывает и активно путешествует. Стоит ли указывать в анкете бойфренда, с которым вы на самом деле не состоите в отношениях? Решать вам. Но мы всегда рекомендуем максимальную правду. Помните, что самое страшное – обман посольства. Если вы получаете отказ просто из-за того, что ваша жизненная ситуация не понравилась визовому офицеру, это поправимо. Ситуация может измениться со временем, и после 1-2 отказов есть вариант получить визу. Таких случаев масса. А вот если вас уличат в обмане, есть большой риск получить бан. Будьте внимательны и относитесь бережно к вашей визовой истории. Итак, вы молодая девушка, вы только окончили вуз или учитесь на последнем курсе. У вас пока нет работы, либо вы начали работать недавно. Пока что доход невысокий, должность скромная. Вы не были ранее за границей или были очень мало, и вы не замужем. Что сделать, чтобы повысить шансы на туристическую визу в США? Самое надежное – пока что повременить с поездкой. Наработать стаж, увеличить свои доходы, улучшить визовую историю. Все должно происходить постепенно. Не нужно объезжать 10 стран за месяц и потом сразу бежать на собеседование. И, кстати, про так называемое откатывание, накатывание визовой истории мы еще расскажем в следующих выпусках. Тоже подписочка, чтобы не упустить эти все моменты. Но если вы все-таки очень хотите посетить США, что я рекомендую? Представить свою ситуацию в максимально выгодном свете. Нет, я ни в коем случае не призываю врать, что вы там владелец огромного холдинга с миллиардными доходами. Речь о другом. Попробуйте подсветить плюсы вашей реальной истории. Например, вы учитесь на последнем курсе экономического факультета. Последний курс университета – это тоже фактор риска. И еще параллельно вы подрабатываете на низкой должности, но в крупной фирме. Сделайте акцент на том, что вы сейчас как раз заканчиваете вуз и дальше будете развивать свою карьеру в этой компании. Вам очень нравится эта фирма, там большие перспективы. Вообще, когда вы говорите о своей работе или учебе на родине, глаза у вас должны гореть. У вас должно быть достаточно средств на поездку в США, и должен быть ясен их источник. Если ваши собственные доходы пока небольшие, разумнее сделать спонсорами родителей. Подготовьте финансовые документы спонсоров. Будьте готовы объяснить их источник дохода. Внимательно заполните анкету на визу, форма DS-160. В ней не должно быть ошибок и неточностей. Если анкету вам заполняет агентство, попросите показать заполненный вариант до его финальной загрузки. Ваши ответы на собеседование должны совпадать с тем, что написано в анкете, и хорошо бы знать, что там написано. Выберите туристическое направление. Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
и так далее. Если вы выберете малопопулярное место, наподобие штата Луизиана, в посольстве могут решить, что вы направляетесь к каким-то знакомым или чего таить к тому самому американскому жениху. И оденьтесь на собеседование скромно, без яркого макияжа и вызывающей одежды. Банальный, но всегда актуальный совет – не нервничайте. Будьте спокойны. Представьте, что на визу вам плевать. В посольствах США работают хорошие психологи, и они чувствуют ваше состояние. Излишняя нервозность наводит на мысли, что вам позарез надо в США, а значит, могут быть и иммиграционные намерения. Какие ошибки допускают при получении визы в США? Допустим, вы хотите получить туристическую визу, но не очень уверены в своих шансах. И тут кто-то из ваших знакомых, друзей дает вам гениальный совет. Оформите приглашение от американца. Неважно, что вы этого человека не знаете. Приглашение очень сильно повышает шанс. А еще отлично повышает шансы приглашения из американской организации, например, на переговоры или выставку. Чушь, болотная, все это. На самом деле такой вариант очень опасен. На собеседовании вам нужно будет объяснить, как вы связаны с приглашающим лицом, где познакомились, как давно, почему вас приглашают, что планируете делать. На некоторые вопросы действительно нельзя ответить, если вы с человеком не знакомы. Более того, наличие друзей в США не всегда положительный фактор, особенно если вы едете к другу противоположного пола в штат Луизиана. То же самое касается приглашения от неизвестных вам организаций. Вас будут спрашивать, как ваша работа, учеба связана с компанией в США, что будет происходить на мероприятии, на которое вас зовут, как давно вы сотрудничаете. Погореть на собеседовании будет очень легко, и не всегда получается отделаться отказом. Если вас уличат во вранье, могут поставить бан, запрет подавать на любые визы в США. Об этом я как-то рассказывал в предыдущих выпусках, и если вы давно подписаны, могли уже видеть. Если вы хотите услышать реальную историю, как фейковое приглашение испортило человеку несколько лет жизни, да, и такое бывает, пишите в комментариях, и мы будем обязательно раскрывать это в следующих роликах. Друзья, если было полезно, не забудьте поставить лайк, это помогает в развитии каналу. И, конечно, подписывайтесь, если вам интересны темы виз, иммиграции, учебы за границей. Пока, увидимся в следующих выпусках.